Изолента Лайф. Довгаленко Татьяна Евгеньевна, заместитель постоянного председательства Российской Федерации при ЮНЕСКО. Режиссеры, если сможете, поставьте, пожалуйста, выступление недавнее Татьяны Евгеньевны на 7-й внеочередной сессии исполнительного комитета ЮНЕСКО. Брошенные, господа, какая срежиссированная феерия злобы, клеветы, желчи и лицемерия на площадке ведущего гуманитарного форума. Какой парад двойных стандартов и высокомерия. Всем, кто позволил тут себе от нас что-то требовать, следует поумерить пыл морализаторства. И после учиненных ими демократических бомбежек руки у вас по локте в крови. В отличие от вас, Россия блюдет и будет блюсти международное право, включая международное гуманитарное право, и остается приверженной своим обязательствам в ЮНЕСКО. Для обеспечения гарантии безопасности и сохранности украинского наследия, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, а также те, которые включены в предварительный список, российский КАМОЗ передал их координаты Министерству обороны. Так что с нашей стороны, как мы уже и говорили, ударов по гражданской инфраструктуре не наносится. Тем, кто эмоционально и красноречиво описывал страдания украинского народа, я хочу сказать: да, так и есть. Да, эти страдания ужасны. И да, часть украинского народа живет в подвалах и в бомбежках 8 лет. И да, так живут в некоторых странах тоже многие долгие годы. Но вы на это всегда закрывали глаза. А они что, по-вашему, не люди? А дети Донбасса, памятник которым установлен на Аллее Ангелов в Донецке, их жизни что, ничего не стоит? Среди тех, кто кричит громче всех о нарушении, это страны ЕС, которые в нарушении своих международных обязательств и директив поставляют оружие и комбатантов на Украину. Они тут рассуждают о свободе слова. Так ведь это эти страны своим арбитражным решением закрыли все источники альтернативной информации, все российские СМИ. И именно эти страны все эти годы молчали о существовании сайта «Миротворец», украинского нацистского ресурса, на котором преследовали журналистов, и на котором после их смерти высвечивалось слово «executed». Большинство выступающих жонглировали фактами и бездоказательными обвинениями, не привели ни одного достоверного факта. Правда, как известно, это первая жертва любого конфликта. Тем, кто упоминал Бабий Яр, я рекомендую посмотреть видео. Да, вот эта пламенная речь. Расскажите нам, пожалуйста, как в принципе так получилось? Я так понимаю, что это был ваш спонтанный ответ на обвинение как раз в адрес России, потому что, в принципе, ЮНЕСКО — это не площадка для обсуждения политических вопросов такого рода. Вот расскажите, пожалуйста, как это все так произошло? Да, действительно, ЮНЕСКО не площадка для обсуждения вопросов таких политических, и группа стран, которые собрали эту сессию исполсовета, они объяснили это тем, что они хотят обсудить ситуацию на Украине в сфере мандата ЮНЕСКО. Мы, соответственно, не возражали, потому что нам есть что сказать относительно сфер мандата ЮНЕСКО, в частности, право на образование или там, например, преследование оппозиционных СМИ и так далее. Но когда сессия началась, то последовала такая вереница написанных как под копирку выступлений абсолютно политического характера с оголтелыми обвинениями. Вот. Было абсолютно очевидно, что наших, в основном западных, но не только, да, там многие выступали с таких оголтелых позиций, что создавалась такая картинка, как будто бы Россия ни с того ни с сего
вдруг напала на Украину именно для того, чтобы бомбить памятники, школы, именно для того, чтобы многие люди оказались беженцами, лишить всех, в том числе почему-то чаще всего упоминались именно девочки, возможности учиться и так далее. И поскольку особых фактов нет, то все это притягивалось как-то за уши к мандату, то есть там, например, упоминался Харьков, потому что он входит там в сеть креативных городов ЮНЕСКО там и так далее. И количество ущерба, там, жертв, школ, оно росло. Там, если немецкий паспорт сказал, что мы 48 школ разбомбили, потом литовка, я уж не помню, 100 с чем-то, потом 300, и все, значит... То есть это во время заседания росло. Да, это все. И поэтому ну, в международных организациях мы, естественно, выступили в начале, мы изложили подробно свою позицию, мы там все объяснили насчет специальной военной операции, мы изложили свои стандартные, так сказать, подходы по глорификации нацизма, там, расизма и так далее. Но дальше вот... Естественно, что были выступления стран не такие оголтелые, да, но поскольку численно страны ЕС и НАТО, они все построились, и все высказывали, то я просто, да, я взяла право на ответ, ну и чтобы не отвечать каждому, я решила один раз ответить на всем. Вот, да. Отметила. Очень у вас здорово получилось. И какая реакция была на это у собравшихся, скажем так? Если говорить о формальной реакции, то реакция была такая сейчас уже, которую мы видим на многих международных площадках. Все страны-члены ЕС дружно встали и вышли, как только я начала говорить, продемонстрировав, так сказать, свое большое дипломатическое фе. Вот, то есть, что они слышать не хотят. А если говорить о реакции неформальной, о реакции, которые я получаю там от других коллег зарубежных, то мне написали много там всяких слов поддержки, и подходили, и говорили, что мы все прекрасно понимаем, мы видим эти двойные стандарты. Они не понимают, они, в смысле, наши западные партнеры, какой они установили плохой прецедент в ЮНЕСКО, что они открыли ящик Пандоры, и теперь можно собирать сессии там по любой конфликтной ситуации, и организация вместо того, чтобы заниматься своими подмандатными сферами, будет двигаться в сторону, ну, такого, значит, балаганного разбора, скажем так. Вот. И более того, на самом деле, моя первая фраза выступления была «маски сброшены». Это мне сказал, пока шла сессия, в коридоре один из моих партнеров зарубежных. И это как-то меня навело, пошло. Причем скажите, пожалуйста, ой, извините, да, пожалуйста, Оль. Да нет, Петр, ты продолжи. Нет, я вежливый очень человек. Вежливый, ну хорошо. Причем я говорю, насколько я слышала, что вот эти вышедшие делегации, они даже не успели вернуться к следующему спикеру. И, по-моему, кто там, Великобритания, что ли, выступала, собственно, все вот эти страны ЕС, они просто не успели вернуться вовремя. Да, действительно, там они выходили как каждый раз, когда выступали представители России и Белоруссии. И белорусы и британцы, еще несколько стран, они не члены Исполсовета. Исполсовет – это руководящий орган ЮНЕСКО, то есть есть генеральная конференция, которая состоит из всех государств, членов ЮНЕСКО, и Исполсовет, который выбирается, там 58 стран. Но поскольку наши вот западные партнеры, они хотели устроить нам такое шельмование, то они, естественно, попросили всех, в том числе не членов, говорить вот эти вот обвинительные речи. Среди нечленов было много наших традиционных партнеров, вот, в том числе Беларуси, которые выступали с других подходов. Да? И они ушли как раз они ушли на Беларусь и не успели вернуться к Великобритании. И получилась такая красивая картинка, да, пустой зал, и на экране отображается портрет Великобритании, который говорит, а половины зала нет. Да. Так и было.
Ну, а если вот правда по-серьезки, что называется, да, если вот вернуться к сути проблемы, то, в принципе, и в рамках мандата ЮНЕСКО много вопросов, на которые этим странам следовало бы обратить внимание. И в том числе, допустим, права русского языка на Украине, да, потому что право говорить, ну, то защита языковой самобытности, что называется, да, то есть по этому поводу ничего не говорят вот эти страны ЮНЕСКО? Эти страны нет. Ну, скажем так, эти страны, если мы говорим о наших западных коллегах, которые претендуют на то, что они говорят от имени мирового сообщества. На самом деле все не так. И поскольку ЮНЕСКО организация почти универсальная, почему почти? Потому что, ну, вы знаете, что несколько лет назад Соединенные Штаты и Израиль вышли, да? Вышли, да. Да, из рядов. Ну, почти. Все-таки там 193 члена, да, то, конечно, большинству стран в принципе даже не нравилась идея созыва сессии, потому что они видят это как конфликт на европейском пространстве или там в пространстве Евроатлантики, он их не касается, да, почему они должны ввязываться, почему там, например, средства организации, силы и так далее должны уходить на это, тогда как в других регионах было много конфликтов, разных конфликтов, ЮНЕСКО 75 лет там недавно отметила, существует, и ни разу не было спецсессии ни по одной острой ситуации, которых, как понимаете, за 75 лет в мире было более чем достаточно. И это тоже было воспринято многими плохо, да, что, тем более, что конфликт на Украине, как он освещается в западных СМИ, какие вещи позволяют себе говорить некоторые западные журналисты, в частности, я так понимаю, что многим очень не понравилось, я сейчас не могу вам сказать, какой конкретно канал, по-моему, но англоязычный какой-то американец, он сказал на вопрос ведущий, почему вы так вот переживаете именно по этой ситуации, он сказал: потому что это почти европейская, почти цивильная страна. Вот. И это здесь как бы разошлось, потому что подтекст такой, что, дескать, почти европейскую нельзя бомбить, грубо говоря, а вот там каких-то там варваров, условно говоря, можно. Да? Тут подтекст такой российский. Очень сильно. Я уже не говорю о том, что для самих украинцев, естественно, это очень обидно быть почти, да, там кем-то, еще кто-то позволяет себе там, так сказать, их как-то оценивать. Вот, поэтому, а что касается сфер мандата организации, то да, и мы, как российская делегация, очень много раз ставили и ставим и в течение многих лет этот вопрос относительно дискриминации русского языка на Украине. Этот вопрос не только вот, ну, так сказать, как реальность, данная нам в ощущение, а законы украинские, которые приняты вот начиная с 2017 года, они конкретно нарушают конвенцию ЮНЕСКо о недискриминации в области образования 60-го года. И мы неоднократно привлекали внимание генерального директора к этому, и членов исполсовета, и ставили, ну, здесь есть механизмы такой, там комитет по конвенциям и рекомендациям, там тоже ставили. Венгерская делегация тоже активно ставит этот вопрос применительно к ущемлению венгерского меньшинства. Но это все как глаз вопиющего в пустыне. Никуда, то есть оставалось без ответа, насколько я понимаю, да? Ну, понимаете, мы получали такие письма общего содержания, что это действительно мы все привержены многоязычию, спасибо, что вы нас информируете. Ну, в общем, типа, оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас. Очень важно для нас. Ну вот сейчас в ЮНЕСКО, конечно, очень активно, вот я видела везде, они все время пишут, что их очень беспокоит наследие ЮНЕСКо на Украине, которые, ну, объекты культурного наследия, да, я так сжала, объекты культурного наследия ЮНЕСКо на Украине, и действительно они там есть, и действительно выдают, то есть Киево-Печорская лавра, да, мы знаем, действительно, это множественные и уникальные объекты культурного наследия, но, насколько я понимаю, Российскую Федерацию их сохранность волнует ничуть не меньше. То есть я, насколько знаю, мы передавали координаты Министерства обороны и так далее. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Я тоже сказала об этом в своем выступлении, и мы до этого тоже говорили коллегам.
есть такой консультативный орган при ЮНЕСКО, называется Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест, ИКОМОС. Это консультативный орган конвенции 1972 года. Собственно говоря, это конвенция, благодаря которой ЮНЕСКО больше всего известна вот в мире. Это в рамках которой ведутся вот эти списки объектов всемирного наследия. Вот. И его Российский национальный комитет, вот этого ИКОМОСа, да, они подготовили и передали в наше Министерство обороны все координаты не только объектов, которые уже включены в список всемирного наследия, но и те, которые находятся в так называемом предварительном списке, вот, и потенциально могут, ну, то есть они уже обладают, по крайней мере, потенциалом того, что может называться международной, там, универсальной ценностью, да, с точки зрения там, культуры, архитектуры и так далее, природного наследия. Так что мы передали, мы это сказали, и мы много раз говорили, что наша операция проводится в строгом соответствии с международным правом. И мы, естественно, будучи страной близкой культуры, для нас эти объекты совсем не чужие. Это не просто какие-то названия, понимаете, которые, а это русский человек понимает, о чем идет речь. И ценность этих объектов тоже, да, она для нас совершенно нам не нужно рассказывать. А вот тут еще от украинской стороны вообще звучало, собственно, как предложение или требование исключить Россию из ЮНЕСКО. Правда, до этого звучало и из ВОЗ нас исключить, и из Совета Безопасности ООН. Но, в принципе, вообще какой-то механизм такой существует? Нас можно исключить из ЮНЕСКО, например? Все страны-члены ООН могут быть странами-членами ЮНЕСКО, да, и поэтому, если только страна по каким-то причинам теряет свое членство в ООН, то она может потерять свое место в ЮНЕСКО. Никаких других механизмов исключения нет. То есть юридически нет. Но, как мы видим, все происходит в последние несколько недель, уже, похоже, вообще никого не волнует, что где записано и как должно быть. Это правда, к сожалению. Потому что, например, вот на той же самой принималось решение, которое было, ну, оно состояло из каких-то одиозных пунктов, многие из них перечислялись просто там приверженность, я не знаю, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которая вообще не имеет никакого отношения к мандату ЮНЕСКО. Но нам, как Российской Федерации, вменили, что мы нарушаем статью 1 Устава. Статья 1 Устава ЮНЕСКО – это изложение задачи организации. И я задавала вопрос неоднократно, каким образом действия какого-то члена организации в принципе могут нарушать постановку задачи этой организации. Мы юридического советника просили высказаться, и все. Но это как бы глухая стена. Так что вот так. Здесь скорее действия Украины по многим вопросам можно квалифицировать как некое нарушение, потому что как раз в статье 1, где говорится о необходимости развивать связи в науке, культуре и образовании, там четко прописано, что для всех народов без различия там, расы, языка, пола и так далее. То есть есть вот эта недискриминационная увязка. Слушайте, а вот это вся, ну, я назову это, ну, травля, да, все травля русскоязычных, русских, россиян, неважно, вот всей этой общности за рубежом, то, что происходит, да, то, что это уже и на культуру тоже перекинулось. Мы все знаем примеры, там, и Гергиева, и Нетребко, и кого только нет, да, и спортсменов, и так далее. Вот поэтому, я же не говорю о сайте «Миротворец», который просто откровенно призывает к убийству. Вот, причем людей, вот Янпер тоже есть на «Миротворце», да, вместе с детьми со своими, например. Ну, то есть тут ничего ЮНЕСКО не хочет сказать по этому поводу? К сожалению, не хочет, потому что насчет «Миротворца» мы тоже этот вопрос ставили неоднократно, говорили, ну, в ответ, понимаете, когда надо, они прикрываются тем, что давайте не будем политизировать, это слишком острые вопросы, или перевести что-то как-то в русло двустороннее, дескать, вы там сами выясняйте с украинцами, да? Вот. А
к сожалению, вот генеральный директор, она сделала несколько пресс-релизов, заявлений с момента начала кризиса, но не нашла, так сказать, возможности высказаться по поводу русофобии, что нас не может не печалить, и мы призвали все-таки про это не забывать, и я надеюсь, что секретариат нас услышит и может это сделать, тем более, что Валерий Гергиев – это вообще артист мира, ЮНЕСКО, ну и не только он, потому что здесь идет откровенная дискриминация. Мы получаем некоторую информацию, что, допустим, молодые исполнители наши, да, они получают письма от организаторов конкурсов, допустим, музыкальных, да, где прям черным по белому написано: ваша заявка не может быть принята, потому что вы русский. И это написано в письме. Это как бы стопроцентная дискриминация. Многие страны на сессии призывали, да, африканцы очень активно говорили о проблемах расизма на Украине и вообще вокруг вот этой всей ситуации. Там делегации Турции, например, они прям четко сказали: давайте не будем дискриминировать русскую культуру, это не должно быть и так далее. Но многие, например, наши западные партнеры, они как вопрос очень хитро ставили, что, дескать, вот русские народы, и Лермонтов или там Достоевский, там они много кого там цитировали, собственно, я поэтому и ответила, что всем любителям словесности хочу зайти Тютчева. Вот. И специально отделяли правительства и президента, которые вот преступники и так далее, прям конкретно вот на них все вешали, от вот, да, народа. Но по фактам вот этой русофобии, по фактам каких-то одиозным, там, когда в филармонии Страсбурга там запрещается слово «русский» или в названии произведения изымается слово «Москва», нет, это, конечно, никто не комментировал. Слушайте, они... Ой, да, Петр, я все второй... Не, нормально. Пожалуйста. Я просто тут хотел пару вопросов от зрителей зачитать. Я просто вот лично... Немножко оживить нашу беседу смешными вещами. Да, сейчас зачитаю. Просто в личностном общении вот эти люди из ЕС, да, они к вам лично... Они также общаются, то есть на уровне бойкота или там какой-то травли, или это у них такая просто сознательно политическая позиция, а так сами по себе в них еще что-то там человеческое теплится, вот мне. Ну, скажем так, поскольку мы все карьерные дипломаты, мы должны уметь различать, да, мы знаем все, что мы должны защищать позицию нашего государства, это понимание у всех есть, вернее как, должно быть, да. У кого-то больше, у кого-то меньше. Есть какие-то мои коллеги, которые в личностном отношении остаются людьми, скажем так. Вот. Есть, которые, ну, перестали звонить. Или так как-то ты подходишь и чувствуешь такое немножечко резерв. Такой, как бы все очень вежливо. Да, все, ну, так формально, без там, может быть, предыдущих каких-то, как раньше было, вот там, я не скажу теплоты, но каких-то доверительных. Ну, просто хотя бы поговорить как-то. Да, но все корректно, вот. Никаких там, естественно, таких высказываний, которые высказываются с высоких трибун, нет, это так не принято. Хотя могут, да, даже до кризиса говорили какие-то вещи, что была такая ситуация, когда мы победили латышей на выборах в Бюро международной программы развития коммуникации. Это такая программа ЮНЕСКО, которая как раз занимается там свободой слова, проектами там помощи развивающимся странам, там, безопасностью журналистов и прочее. И от нашей электоральной группы претендовали две страны. Вот мы и латыши, мы не смогли договориться. Вот, и потом было тайное голосование, выбрали нас. Ну и в таких случаях обычно все поздравляют. Понимаете? Вот. Ну, поздравили, но да, с такими траурными лицами. Вот, а кто-то и не поздравил совсем. Так что такое бывает тоже. Ну вы, я надеюсь, записали эти страны в списочек? Да тут не хочу их называть, но они все известны. Очевидно, да. Да.
Слушайте, я в прежние времена сказал бы погуглил, сейчас я даже не знаю, как сказать. В общем, забил ваше имя в поиск и вашу речь. И много публикаций выпало. И одна очень такая, я не знаю, может быть, вы ее видели, на портале информационном города Камышин. Вот, видимо, то есть здесь написано, что они очень тепло про вас пишут. Ну, написали, что камышанка Татьяна Довголенко выступила в ЮНЕСКО с эмоциональной речью и все такое. Эти слова дорогого стоят. А ведь в Камышине мало кому известно, что Татьяна Довголенко росла и училась в нашем городе. Ее отец, Евгений Иванович Довголенко, возглавлял завод «Ротор» и оставил о себе прекрасные воспоминания как у коллектива, так и у тех, кто знал его по различным совместным делам. Ну и дальше много теплых слов в ваш адрес. Вот. Это я просто, может быть, и не видели. Вам должно быть приятно. Спасибо, я не видела. Да, я действительно заканчивала школу в городе Камышине. Волгоградская область, правильно же? Волгоградская область, да, я в 91 году, да, закончила там среднюю школу. Вот, так что Родина вами гордится, мало. Да, спасибо. От Камышина до Марии Захаровой все отметили. Да, еще хочу сказать, что вот мы пока здесь с вами уже в Париже сейчас. Да. Вот, а мы в Москве. Ну, я как минимум. Да. Вот, и мы пока с вами, у нас связь между Москвой и Парижем, вот параллельно, по параллельной линии из Парижа с Москвой разговаривали Путин и Макрон. Так что они тоже в тренде, в общем, современных тенденций, скажем так. И, в общем, мы понимаем, где решаются судьбы мира, между какими городами. Ну ладно, давайте вопрос хотел интересный вопрос. Я, кстати, вот хотела, так сказать, вот эту тему развить насчет разговаривали Путин и Макрон. Давайте. Потому что не в плане то, о чем они разговаривали, но раз уж вы такую ремарку, так сказать, сделали, тональность выступлений на вот этой спецсессии с полсовета была настолько беспрецедентной для ЮНЕСКО, настолько удивительной для многих, что поспред Кыргызстана, он даже публично, после того, как он зачел там свое выступление, позицию официальную и все, он сказал: коллеги, а что вот типа вообще происходит? Какой-то я просто удивлен тональностью, что здесь как-то вот, грубо говоря, стучат башмаком, что-то требуют. Ведь звонят президенту Путина, наверное же они не разговаривают так, как вы сейчас вот говорите. Это правда, звонок был по инициативе Макрона. Да. И он это отметил, он сказал, что как так пропустил, звонят 3-4 раза в неделю, наверное, господин Макрон, он так вот не говорит, да. Как вы себе позволяете тут разговаривать? Ну, да, я вообще, конечно, ладно. Слушайте, был вопрос, я, честно говоря, потерял автора, к сожалению, не могу назвать вопроса, и спрашивают по адресу, не по адресу, я тоже не знаю, по адресу ли вопрос, спрашивают, расскажите о судьбе российских картин за рубежом. Видимо, имеются в виду какие-то картины, которые на выставках, что ли, находились где-то вот на момент начала спецоперации. Что-то это к вам или не к вам вообще? Пока что нет, это пока что не к нам, пока еще никого нигде не арестовали, не задержали и так далее. Здесь были какие-то такие слухи, потому что в Париже была... Морозовская коллекция в Морозовская Париже. коллекция, да, но она вообще-то под охраной французского государства, и поэтому я надеюсь, что все это такие досужие спекуляции. Ну, насчет возможной там экспроприации и так далее. Вот, поэтому надеемся, что все будет хорошо. Все-таки, если уже и гарантии государства не будут, то уже кому верить? Вот нашел, Елена Сорокина задавала этот вопрос. Спасибо Елене за вопрос. Ну, много вообще вопросов, еще огромное количество комплиментов в адрес, очень много, в адрес да, и вас обеих, и умных, и красивых, и как это хорошо, и как приятно. И вот нас смотрят из города Камышин и передают вам привет оттуда, да, то есть, видите, а уж про мужские комплименты я-то даже не буду говорить. Тут просто, очень много комплиментов в ваш адрес. Но еще интересно, что нас, например, сейчас на YouTube и на ВКонтакте смотрят примерно одно и то же количество человек. И там примерно, ну, тут 3500, там 2500. Это, конечно, немного. Для пятницы вечера нормально вполне вот для нас. Но, в общем, для ВКонтакта вполне прилично. То есть мы потихоньку, видимо, туда будем перемещаться, потому что над YouTube сейчас висит действительно очень серьезная угроза блокировки. Да, понятно. Просто последнего заявления Роскомнадзора. Да.
Так что вот. Кстати, еще один вопрос я задам. Я был в здании ЮНЕСКО, там был, знаете что, по-моему, в 2018 году там был интернет governance Форум по форум. управлению интернетом вы приезжали. Да. А он просто в здании проводился или ЮНЕСКО имеет отношение к нему какое-то? Это в тот год, вот как раз когда вы приезжали, Там Макрон был, Меркель, Да. там серьезный уровень-то был. Да. Франция была страной-хозяйкой этого форума. Мгм. И поскольку ЮНЕСКО и до этого выступала, ну не то чтобы соорганизатором, но в общем-то в том числе многих там сайд-ивентов, панельных дискуссий в предыдущих, скажем так, изданиях этого форума, там, которые были в Женеве в основном, еще там в разных странах мира. И вот Франция в тот год была страной-хозяйкой. И французы провели его на площадке ЮНЕСКО, потому что, ну, во-первых, там большой зал, и, во-вторых, организация до этого сотрудничала с этим форумом. И как раз вот на том форуме, на который вы приезжали, Макрон, он тогда озвучил вот европейские подходы по искусственному интеллекту, да, я помню. И они там Он много чего интересного озвучил вообще. Да. Такая речь и они хорошая. распространили тогда призыв, да, хотели, чтобы все страны присоединились, парижский призыв такой, там, по интернету, мы тогда еще обсуждали, да, то... Ну да, идея была там какое-то всеобщее регулирование. У него была интересная, конечно, смелая мысль по поводу того, что он озвучил мысль о введении какого-то серьезного налога на большую вот эту вот технологическую четверку. Вот. Но так ничего и не ввел, я так понимаю. Ему, видимо, американские друзья объяснили, что не надо так с нами поступать, потому что он говорил, что вы зарабатываете какие-то дикие деньги, в том числе и на нас. Это было интересно. Но вообще я к чему про это вспомнил, что мы там с Малькевичем были, с Сашей, ну как не вместе, а просто там познакомились. И мы там вступали тоже в дискуссии с американцами. Там речь шла о том, что, ну, понятно, что американская, так сказать, концепция состоит в том, что он должен быть интернет вседоступен, никем не ограничен и всеобъемлющий, не знать границы, и вообще распространяться на всех из космоса, и не все любые ограничения, это ужасно. А мы вместе с китайским делегатом говорили, что до хорошего это не доведет, и вот вам результат, да, сегодня мы видим, каков он. Это я так вот из области, какими мы были наивными, вот обсуждали что-то, а вот тебе, пожалуйста. И еще одна тема по ЮНЕСКО, не знаю, насколько вы в ней, там же есть еще, по-моему, может быть, уже нету, но был процесс по обсуждению вот неких подобных каких-то принципов околоспортивных, там, допинг, еще что-то. И это, по-моему, уже программа ЮНЕСКО, или я ошибаюсь? Есть конвенция 2005 года антидопинговая о борьбе с допингом в спорте. Это международная конвенция, которая была разработана и принята в рамках ЮНЕСКО, и она, так сказать, мы очень активную роль там играем. Наш министр спорта входит в бюро, это такой управляющий орган этой конвенции, потому что управляющий основной орган конвенции – это сессия всех стран подписантов, которая раз в 2 года бывает, а между этими сессиями вот заседает бюро, да. Как раз была история осенью, потому что мы подались в это бюро на 2-й срок от нашей электоральной группы. Электоральная группа – это Восточная Европа, да, 25 стран. И никто не возражал несколько месяцев, и буквально за пару дней до мероприятия вдруг выдвигается Украина в пику нам, и, значит, начинает распространять тексты и выступать, что мы страна, которая все нарушает и так далее, против нас расследование допинга, мы не имеем права там, так сказать, представлять. И в итоге были выборы, мы выиграли выборы, и наш министр спорта, да, вот входит в бюро, они недавно заседали не в Париже, да, поэтому там мы не отслеживали так в детали, не знаем, но
то, что я видела в отчетах, там работа продолжается в таком деполитизированном формате, никто ничего не упоминал, никаких ситуаций на Украине. По плану, который там приняли, все это идет, потому что и в ЮНЕСКО есть еще несколько органов по физической культуре и спорту разные. Есть такие большие крупные международные мероприятия, которые организуют. Вот одно из последних было в Казани в 2017 году. И там был такой принят Казанский план действий, в том числе по сотрудничеству в сфере целостности спорта, который перекликается с этой конвенцией. Вот. А в самой конвенции там тоже идут процессы по, скажем так, укреплению механизмов ее реализации, создания там как бы определенных механизмов и шагов, так, чтобы она лучше выполнялась. Понятно. Так, и все страны. Я просто к чему про спорт заговорил, что, возможно, вам придется еще и произносить когда-нибудь речь об исключении наших паралимпийцев и прочих спортсменов, потому что тоже такая вопиющая несправедливость. Ну, дай бог, как говорится, спасибо вам, потому что, на самом деле, ведь это действительно сейчас практически нету. Сейчас вот сегодня еще Авком запретил арти на территории Великобритании. У нас практически голосов-то не осталось, кроме выступлений дипломатов, и я могу сказать, что я видел, как наши дипломаты выступают, и в ОБСЕ, и вот ваше выступление, и я могу сказать, вот мой ставший потом другом хороший товарищ Максим Буйкевич, он когда выступал в ОБСЕ, я первый раз такое видел. Я вообще чуть не встал и честь не отдал сразу, потому что там как раз украинская делегация по процедурным вопросам там на каком-то заседании что-то они там хотели от нас, непонятно, то ли чтобы мы им Крым вернули прямо там, то ли еще что-то. Вот, он настолько четко их там просто разделал всех, что мне кажется, там тоже даже американцы просто это самое так с выпущенным, просто профессионализм, уровень. И при этом вот настолько, конечно, у вас, у нашей дипломатической школы, вот это вот, не знаю, как правильно назвать, выучка, стиль, и это, конечно, потрясающе. Это вызывает огромное уважение, поэтому спасибо вам от так сказать, этого самого простого народа. Спасибо огромное. Я, на самом деле, да, как раз вот тоже хотела сказать, потому что Татьяна, у нее прекрасный английский язык, прекрасный французский язык, и вообще гордость за нашу дипломатическую школу и за наших кадровых дипломатов. Вот у меня абсолютно честно. Спасибо вам огромное за то, что отстаиваете интересы нашей страны. Ну, слушайте, это мы суммировали лишь малую часть комментариев, которые мы видим в чате. Вы их не видите, а мы вам вот немножечко озвучили. Спасибо вам большое, хорошего вам парижского вечера. Спасибо вам. Вот, а нам тоже всем хорошего пятничного вечера. Прощаемся на этом. Спасибо большое, всего доброго. Надеюсь, завтра будет хороший день.